Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой лаконичный ажурный узор. В исполнении он очень легкий. Здесь используются самые простые приемы вязания. Это убавление петель вправо и влево, накиды, лицевые и изнаночные петли. А в изделии он смотрится очень изысканно, эффектно и красиво. С таким узором можно вязать любые летние проекты. Это может быть футболка, топ, платье, сарафан, кардиган, кофточка. Также красиво он будет выглядеть и гармонично в джемпере, например, как вы видите сейчас на фото. Также в более теплом кардигане будет интересно он смотреться. Подойдет этот рисунок для вязания шалей и палантинов. Единственная трудность с этим узором, которая может у вас возникнуть, это во второй половине раппорта узора при поворотном вязании. Но это я покажу и расскажу по ходу видео. А сейчас давайте просто его рассмотрим. Вот так этот рисунок выглядит при вязании снизу вверх. Он не формирует никакого волнообразного края. Немножечко есть волна по боковому срезу, но эта волна очень легко убирается при помощи ВТО, при этом рисунок не деформируется. Если же вы будете вязать изделие сверху вниз, рисунок будет выглядеть вот таким вот образом. Как видите, практически одинаково. Изнаночная сторона его выглядит вот так. Для вязания этого узора подойдет любая гладкая пряжа, средней толщины, можно тоненькую пряжу брать. Также будет красиво смотреться легкая фантазийная пряжа. Очень красиво выглядит этот рисунок во всех пушистых видах пряжи. Это может быть достаточно пушистый мохер или же с легким пушком ангорка. Также можно пробовать ленточные пряжи, но с ленточными пряжами всегда нужно быть осторожным, потому что лента бывает очень разная, бывает ближе к шнуру, а бывает очень плоская, несмотря на то, что ее ширина не очень большая. Все, как всегда, нужно пробовать, смотреть и экспериментировать. К спицам этот узор также не привередлив. Здесь нужно прислушиваться к рекомендациям производителя пряжи и учитывать вашу личную плотность вязания. Раппорт данного узора составляет 9 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Этот узор немножечко закручивается, так как основа его лицевая гладь, и ажура здесь немного, поэтому установочный ряд и в образце, и в маленьком образце я провязала изнаночными петлями. Итак, провязывать вместе с вами я буду 2 раппорта узора в ширину, так как хочу показать переход от раппорта к раппорту. Также полный раппорт в высоту и переход также от раппорта к раппорту, чтобы было это более наглядно. Также расскажу по ходу видео, как уже говорила, трудности, которые могут возникнуть во второй половине раппорта этого узора. Итак, я набрала 21 петлю, 18 это петли узора, 1 петля симметрии и кромочные петли. Петля симметрии у меня будет идти первой. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочную я просто переснимаю. Далее у меня идет 1 лицевая, это петля симметрии, после чего я начинаю вязать сам раппорт узора. 1 накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице должны быть расположены классически, то есть первая дужка петли смотреть на меня, неважно, это лицевые или изнаночные петли. Далее 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я закончила вязать раппорт узора. Далее повторяю и вяжу второй раппорт узора. Накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, 7 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными. Если же вы вяжете по кругу, все петли провязываются лицевыми, накид в том числе. Второй ряд я частично провяжу вместе с вами, чтобы показать, как я это провязываю. Далее четные ряды я буду пропускать. Итак, кромочная петля, я ее просто переснимаю. Все изнаночные петли я провязываю изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Накиды также я буду провязывать изнаночными петлями. Вот у меня накид, я его провязываю изнаночной открытой петлей. И далее до конца ряда провязываю изнаночные петли. Третий ряд. Кромочную я переснимаю. 1 лицевая – это петля симметрии. Дальше я начинаю вязать раппорт узора. Накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петли на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня и петли не получались скрещенными. И провязываю их 1 лицевой. Далее 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я закончила вязать первый раппорт узора и повторяю. Накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Я закончила вязать второй раппорт узора и ряд заканчиваю кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. Накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Закончила вязать раппорт узора и повторяю. Накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать второй раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, повторяя с 1 по 9 петлю, которое нужно для вашего изделия. Поворотные же ряды заканчиваются кромочной петлей. 7 ряд. Кромочную переснимаю и провязываю лицевую петлю симметрии. Далее начинаю вязать раппорт узора. Накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И повторяю. Накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 4 лицевые петли. 2, 3, 4. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 9 ряд. Кромочную переснимаю. Лицевая – это петля симметрии и начинаю вязать раппорт узора. Накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые. И повторяю, начинаю вязать второй раппорт узора. Накид, 4 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 11 ряд. Начинаю его также, кромочную переснимаю и провязываю лицевую петлю симметрии.
Далее начинаю вязать раппорт узора. Накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые. Я закончила вязать первый раппорт узора и повторяю, продолжаю вязать второй. Накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 лицевые. Я закончила вязать второй раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. 13 ряд. Кромочная, 1 лицевая петля симметрии и дальше я буду вязать раппорт узора. Накид, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля и повторяю накид, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 15 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. Накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты или развернуты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываю я их 1 лицевой петлей, вот таким образом. Далее идет накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила первый раппорт узора и повторяю. Накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 17 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 4 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 19 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 1 лицевую петлю симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 4 лицевые петли, 3, 4. Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная, 1 лицевая петля симметрии и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 4 лицевые, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид и 4 лицевые петли, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей.
23 ряд. Смотрите, в предыдущем ряду я забрала при убавлении 2 вместе последнюю свободную петлю. Здесь у меня на спице осталась только петля симметрии, поэтому в 23 ряду я буду использовать ее. Итак, кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, 3, 4, накид и 4 лицевые петли. Ряд заканчиваю кромочной петлей. В 25 ряду у меня уже закончились и основные петли, и петли симметрии. Убавлять мне дальше нечем. То есть я могу или же сместить убавление, или же выполнить его в конце ряда, повторяя раппорт узора. Но дело в том, что если вы выполните это убавление, здесь петель достаточно, хватает, но если вы выполните убавление в конце ряда, у вас будет смещаться узор. И когда вы будете провязывать второй раппорт узора, у вас будет здесь уже начинаться раппорт не с накида, а с 3 лицевых петель, если не будет участвовать петля симметрии здесь. И полотнище может тогда косить, и в принципе деформируется весь узор, весь рисунок данного узора. Поэтому как я это делаю при поворотном вязании? При вязании по кругу там этой проблемы нет, вы просто вяжете, повторяя с 1 по 9 петлю, и все. При вязании поворотными рядами я это делаю так. Кромочную я сняла, и петлю симметрию вместе с 1 петлей раппорта узора провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. Далее 4 лицевые, накид, 2 лицевые, продолжаю вязать по схеме. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид и 4 лицевые. 3, 4. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 27 ряд. Я буду провязывать точно так же, как и предыдущий, делать убавление не по схеме. Итак, кромочную я переснимаю и петлю симметрии вместе с петлей, с 1 петлей раппорта узора провязываю вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее 4 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, накид и 4 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Итак, я провязала раппорт данного узора. Вот так он выглядит. А сейчас хочу вам показать, как происходит при вот таком способе, как я вам показала, убавлений не по схеме, переход от раппорта к раппорту в высоту. Первый ряд, кромочную петлю я провязываю, далее петлю симметрии и 1 петлю раппорта я провязываю вместе лицевой петлей с наклоном влево, как это делала в предыдущих 2 рядах. И далее начинаю вязать по схеме. Вот это убавление, чтобы вы не терялись и понимали, зачем оно нужно, оно компенсирует накид, который у нас есть в конце ряда при поворотном вязании. При вязании по кругу все эти хитрости не нужны. Итак, далее начинаю вязать раппорт узора. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 4 лицевые петли. Все, переход я выполнила. Вот эти петельки в середине треугольничка, вот они идут, накид 2 вместе и так положу, чтобы было его видно. И здесь накид 2 вместе. Они должны были провязываться и здесь в начале ряда. Но с моей точки зрения в начале вязания они не нужны были, поэтому я их просто заменила лицевыми петлями. И в маленьком образце, и в большом образце у меня этих петель нет. А вот здесь они уже при переходе присутствуют. Вот так выполняется этот узор с маленькими хитростями, но тем не менее легко и просто. Надеюсь, вам узор такой понравился, и вы обязательно что-нибудь с ним свяжете. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!